Наркоманы убивают своих детей еще в материнской утробе. Родившиеся младенцы тоже обречены на медленную и мучительную смерть. Наркотики безжалостно истребляют гены. Такие болезни неизлечимы. Родители еще не осознают актуальность этой проблемы, потому что думают, моего ребенка это не коснется. А когда коснется, бывает уже поздно. Сегодня еще часть передачки. Минуту купила. И так уже 4-й год, каждые 2 месяца. Помощник пришел, да? Помощник. 163. Осужденному Ждановичу Алексею. Ребенок, вот он здесь на фотографии. Вот. Светленький, это вот тот, который сейчас Бобруйский, да? А это старший. Сын присылал, когда шли суды. Он рисовал машинки. Он присылал мне вот таких пингвинят. Посадили, по сути дела, кого? Еще просто ребенка. О, Мишка, мамочка, конвертики вот с такими сердечками. Нам удалось побывать на родительском дне. То есть нас пропустили на территорию зоны. Вышел мой мальчишка, он, конечно, был рад, что мы приехали. Но он сидел и вот так вот. Не держал мои руки в руках, как сейчас. И вот так вот в столе голову опустил и говорит: мама, я долго не выдержу. И вот, вы простите. Сейчас. Что можно мне подумать? Он что-нибудь утворит в колонии? Или он утворит что-нибудь с собой? Что значит «я долго не выдержу»? Беларусь накрыла цунами из наркотической синтетики в 2012-м. Это был пик спайс-эпидемии, которую рассматривали не иначе, как вызов нации. Именно тогда с пугающей частотой мы слышали о страшных смертях, о полетах детей с крыш, кукарекающих студентах в метро. И вырезанных глазах, когда друзья после спайсов посмотрели, что в голове у их товарища-робота. Мы в страхе говорили в те дни, что не знаем, как это действует и почему становится модным у молодежи. Ты что, курил, дурак? И сегодня самое время говорить о том, как дальше с этим бороться. Он пошел на метадоновую программу. Когда возвращался домой, работники Обнона находились этажом выше. И когда он открывал дверь, они все влетали в квартиру, как обычно влетает наш Обнон. С криками, шумом, с убиванием, скручиванием ложиться на пол. С полным, осмотром, ничего не предъявляли, никакие бумаги ему об обыске. Сами там перевернули весь дом, но в доме ничего не было, кроме открыто стоящего полимерного стаканчика, в котором находилась жидкость. Путем пересчета сухого вещества было 0,34 грамма наркотического вещества альфа-ПВП. За это ему дали 10 лет в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Самого уголовного дела мы не видели. Оно покрыто тайной. Его никто не может посмотреть. Его никто не может открыть и посмотреть. Попал, скажем так, из-за своих пагубных привычек. Любил курить марихуану. Получилось, что сел на 10 лет. Город Минск, на мой взгляд, наркотизирован очень серьезно. Настолько серьезно, что на всех уровнях власти и общественности необходимо прилагать максимум усилий, чтобы с этим
бороться. Если этого не сделать, все последующие поколения детей могут стать пленниками наркотизации. Занимаются популизмом и просто играют на эмоциях людей, говоря какие-то вещи, которые люди приятно слышат. У нас появились общественные организации, незарегистрированные лица, которые в открытую говорят, что надо легализовывать наркотики. Вот здесь мы должны быть едины. Мы должны бороться с этим. Услышали? Вот я вам как специалист по этим вопросам могу сказать, потому что я интересуюсь этими незарегистрированными структурами. Суть какова? Белорусская наркополитика на сегодняшний день самая, пожалуй, бесчеловечная и жестокая на европейском континенте. У нас есть такая пресловутая статья 328, согласно которой потребителей психоактивных веществ могут сажать в тюрьму на срок до 5 лет. Сбытом у нас считается переданный косяк своему другу. Поправки в законодательство заметно ужесточили ответственность за наркопреступления. Сейчас за незаконный сбыт психотропов со свободой можно попрощаться на 20 лет. Причем ответственность наступает с 14-летнего возраста. Если наркоконтроль задерживает человека, у которого при себе даже пусть небольшой вес наркотика, значит, есть неоспоримое доказательство сбыта. Я все время, когда воспитывала детей, говорила, если ты в своем проступке сам признаешься, если это действительно серьезный проступок, как, наверное, наивность моя, что признание вины всегда облегчает твое наказание. Его друг, этот мальчик, уже работал с милицией и сдавал своих друзей. Буквально через полгода, в 2015 году, в Палату представителей стали поступать обращения граждан, матерей, сестер. За 2015-2016 год поступило около 3000 обращений, касающихся правоприменительной практики по данной статье 328 Уголовного кодекса. Після того, як Олександр Лукашенко прийшов до влади, і він послідовно умацовує свою владу, фактично створив аўтарытарнае кіраванне, пазбавіўшы беларусаў шматлікіх дэмакратычных рычагоў кіравання дзяржавы ці магчымасці ўплываць на ўнутраную палітыку, на ўнутраную сітуацыю, на ўнутраныя працэсы, якія адбываюцца ў краіне. Сама па сабе структура несвабоды, яна закранае ўсе бакі жыцця беларусаў. Это датычыцца свабоды выказвання, это датычыцца свабоды на правядзенне сходаў, это датычыцца свабоды аб'яднанняў, это датычыцца такіх рэліктавых уже ў Еўропе рэчаў, як, напрыклад, смяротнае пакаранне, якое існуе ў Беларусі. Лукашенко вельмі спрытна перахапіў тыя метады кіравання, падаўлення, скажем так, грамадскай актыўнасці, якія практыкаваліся ў Савецкім Саюзе, он фактично это выкарыстоўвае в этой постсоветской ситуации. Сегодня, в 2019 году, слово «диктатура» уже приобретает какой-то позитивный оттенок. Страшно жить при диктатуре! Страшно бояться! Не страшно! Сегодня мы чествуем тех, кто избрал для себя одну из самых героических профессий – защищать народ от преступности. Потом уже, после судов, спустя большое время, на вопрос своего отчима «сын, кто?», он очень осторожно показал на погоны. Потому что, когда ты сидишь с ребенком в СИЗО, общаешься через стекло, там прослушивание, он только сказал: «Я не могу сказать, посмотри на меня», отцу сказал. И муж посмотрел, и он сказал: «Я все понял». Он дал понять, что непосредственно курьером и закладчиком был представитель наших, я не знаю, защищающих нас органов. Я скажу больше. Мы практически нашли тот адрес, откуда были наркотики. Нас прослушивали, и был в разговоре, была информация, что мы нашли тех, это мне позвонили, мы нашли тех, где он брал эти наркотики и кто они такие. И почему-то вдруг вечером по этому адресу, так сказать, торговцам наркотой, приезжала оперуполномоченная группа. Их разговор никто не знает, о чем там состоялся, но факт того, что их не задерживают,
а их выдворяют с нашего города Витебска, сопровождая до самого вокзала. Они ходили под прикрытием наших сотрудников милиции. Я не знаю, имею ли я право сейчас соглашать эту информацию, боюсь навредить своему ребенку, но я скажу в какой-то степени, как бы не прямо нам лично по звонкам, но в сторону нашей семьи от этих людей была угроза. Мінти, КДБшники кришують гандль спайсом. Вони беруть буйних гандлярів, користують їх певний час, отримують з їх гроші, супрацовничають з ними, гандлери зливають їм споживців, ці більш дробних гандлярів. Це може притягуватися вельми довго, годами. В виніку потім їх, як відпрацьований матеріал, самих садять. Типовий приклад – це справа Вілюги. Справа 17, який він заявив прямим текстом, що він був агентом КДБ, ходив у губасик, як себе до хати, а потім просто його посадили на 20 років. Ну, можна подумати, вони не ведали, чим він займався. Ну, смішно. Молодые люди – будущее нашей страны. От их активной жизненной позиции, перспектив, которые перед ними открывает государство, от пути, который они выберут, от их знаний, здоровья зависит благосостояние нации. Считаю, что с моим сыном поступили очень плохо. Они уничтожили его как личность, не только его. Они убили всю мою семью. Они убили всю мою семью. Мы все живем тюрьмой, зоной. От передачи к передаче, от свидания до свидания. Это очень утомительно. Принудительное лечение и трудотерапия. Осужденных за наркотики будут перевоспитывать в отдельных колониях под усиленным контролем. На такие меры пришлось пойти, чтобы отбить желание повторно нарушить закон. После многочисленных случаев отравления спайсом в стране объявили войну психотропам, и сегодня она ведется по всем фронтам. За нарушение антинаркотического законодательства ужесточили не только наказание, но и условия его отбывания. Для таких осужденных ведут строгую дисциплину. Для этого в стране создали 2 специализированные колонии. У них там все условия есть. Не верьте никому, что если будут говорят, что там не созданы условия. Условия созданы хорошие. До принятия декрета все было, с большего неплохо. То есть, скажем так, 328-я никого не интересовала, то есть они никому не нужны были. Вышел декрет, и вот здесь уже, скажем так, началось. Все заключенные, которые по 328, невзирая на часть 1-4, их стали содержать отдельно, и им еще был нагрудный знак. На нем твоя фотография, статья, начало и конец срока. К остальным была какая-то скачуха, что ли, слабину давали. То есть, ты нормальный человек, ты не наркоман, там сидишь за кражу, еще за что-то. То есть, а наркоманы, как изгои общества, не вызывали ни у кого симпатии. Клеймо повесили, зелененькое, все. Все было направлено на то, чтобы создать условия, которые ухудшали твое пребывание. То есть не исправить тебя, а заставить сожалеть о содеянном. Точно так же появилась такая, скажем так, промзона, на которой там разбирали проволоку. Алюминиевую, медную, то есть где-то собирали это вторсырье, привозили к нам, и была определенная норма выработки, то есть если ты определенное количество не сделал в день, то тебя еще наказывали за это. Трудовых условий никаких, тебе никто не дает сменную одежду, тебе никто не дает никаких инструментов. То есть то, что ты сам придумал, там чем чистить эту проволоку, в чем ты сам пришел. Резались руки постоянно были мозоли, еще что-то. Наплевательски к этому относились, приходил, все руки в крови, все содраны. Ты, говорит, не девочка, полей перекисью, все же живет. Для них надо создать невыносимые условия в местах отбывания этих сроков. У всех остальных статей было 2 часа в день принудительных работ, у наркоманов 8 часов. За весь срок заработал рубля 4,5 за 2 года. За 7 лет где-то получилось, что мне заплатили около, наверное, 20 рублей. Человек, который работает на производственной зоне, получает
я не знаю, там 2-3 там, копейки в месяц. Грубо говоря, надо работать несколько месяцев, чтобы заработать на коробок спичек себе. Я написал письмо, я знал, что его не выпустят. То есть наши письма, которые заходят в зону и выходят, они все подвергаются цензуре. То есть их все читают. И все. Я написал матери, что так и так. На следующий день меня вызвал начальник отряда и сказал, что не делай так больше. Когда начинаешь им задавать вопросы, почему мы должны работать, они нас тыкали лицом в Трудовой кодекс. Но в том же Трудовом кодексе прописана минимальная заработная плата, минимальная почасовая заработная плата. На это они никаких ответов не давали. Можно говорить о том, что фактически учреждения Департамента исполнения наказаний являются своеобразными фирмами, которые зарабатывают деньги. При этом заключенные, работая полный рабочий день, получают копейки. То есть это реально копейки не в переносном смысле, а в буквальном смысле. И установим такой режим, чтобы они, сидя в этой колонии, я прямо скажу, смерти просили. Не работать нельзя. То есть, если ты не вышел, это нарушение, это лишение посылок, это лишение права встречи с родственниками, то есть лишение звонков, лишение переписки, штрафные изоляторы, помещения камерного типа. Если это все не заставляет человека продолжать, то есть ходить на промзону, если он не хочет, заводится статья либо 411, она предусматривает наказание там, от года до 2, сверху еще твоего срока, да, либо тебя переводят в крытый режим сроком до 3 лет. Вот есть вообще отдельно стоящее здание на территории колонии, да, там находится ШИЗО, это штрафной изолятор, и помещение камерного типа. В ШИЗО тебя максимум там могут закрыть, грубо говоря, там до 10 суток, плюс продление там 10, потом еще 10 принесут, еще 10. То есть там безвылазно можешь и годами сидеть. У тебя нет вообще ничего, там, тебе не выдают ни постельные принадлежности, то есть либо ты спишь там просто на досках, грубо говоря, да, зимой там все ложатся спать на пол, потому что там есть батареи, там тепло, по крайней мере. И очень много людей сидят просто одни в изоляторах, то есть и сидят месяцами. Я знаю человека, который 5 лет в одиночке просидел один. И потом он просто начал ходить, разговаривать сам с собой. То есть, по исправительной колонии номер 15 очень много случаев суицида. Люди вешаются, люди вскрывают себе вены. Конечно, государство может обосновывать такие условия тем, что не хватает материальных ресурсов на это, но на самом деле это обоснование, оно абсолютно неприемлемо, потому что если государство не может создать адекватные человечные условия, тогда оно попросту должно не сажать людей в такие условия. Особое внимание исполнительской дисциплине. Все решения президента должны быть на контроле и выполняться неукоснительно. Только так мы сможем сохранить управляемость в государстве. Выканаўчая ўлада падмяла ў нас все іншыя галіны ўлады, і заканадаўчую, і судовую. І заканадаўчая ўлада, так званы парламент, ён вельмі фасадны, ён нічога не вырашае. І гэтыя дэпутаты, яны насамрэч зусім не выбраныя дэпутаты, а прызначаныя дэпутаты. І суды, на жаль, таксама цалкам кантралююцца адміністрацыяй прэзідэнта. Все прызначэнні судоў суддзяў робіць сам прэзідэнт асабіста, і, канешне ж, яны іх выбіраюць, яны іх пераціраюць праз пальцы. Тыя, якія чымсьці не падыходзяць па нейкіх параметрах, хутка вылетаюць з гэтай судебнай сістэмы, а застаюцца тыя, якія верна служаць рэжыму. Человек оправдаться не может, адвокат его защитить не может, но на слово оперативника все сразу верят. Вот то, что он говорит, это все правда, а вот то, что человек пытается оправдаться, это неправда. Муж в Волчьих Норах, в колонии 22, за марихуану. В совхозе «Красный коноплевод» в Мордовии уродилась конопля небывалого роста. Вырастил для себя, шишки скурил, а листья остались. Никаких свидетелей того, что он продавал, что он с кем-то там договаривался рассчитаться марихуаной, или у него там какие-то кошельки, или он по интернету переписывался. У нас даже конфисковать было нечего. Вот такой наркобарон. Приехали, забрали и дали 11 лет. И теперь я мужа вижу 2 раза в год, дают сутки. Я еду из Витебска в Брест, мне сутки ехать туда надо. И там одни в сутки, все. Я не знаю, за что его посадили.
какой вред он принес, что ему нужно дать 11 лет, они меня от него спасали. Или кто-то просил о помощи. Или он кому-то так насолил, что вот я не знаю, что его на 11 лет надо спрятать. Без помощи там тяжело. То есть если тебе не помогают со свободы, это очень тяжело. На пище, которой там кормят, ты долго не продержишься. Я очень голодала по информации. То есть такое чувство, будто ты все время стоишь на одном месте. То есть ты просто чувствуешь, как все идет вперед, как что-то меняется, что-то развивается. Вот, а ты стоишь на месте, и ты, не знаю, ты открываешь глянцевый журнал, ты смотришь это, и ты не понимаешь, а как это? Я была не так долго там, вот, но когда я вернулась, то есть у меня была не очень легкая адаптация. Я терялась в магазинах, то есть я забыла, как выглядят какие-то элементарные вещи. Людям тяжеловато потом вклиниться обратно в социум, то есть они приходят, они всего боятся. Кто-то не видел телефонов, кто-то не видел смартфонов, то есть где-то там в далеком прошлом посадили, они приходят сюда, они даже с людьми боятся как-то общаться. Желание не отбило. Только при осуществлении тех же самых действий это будет все намного скрупулезно продумываться, как и что, чтобы меня не наказали. То есть нету такого, что я больше не буду курить, я больше не буду палиться. Если человек хочет употреблять, он будет это употреблять. Его посадят 10 раз, 20 раз, 30 раз. Он просто станет умнее и хитрее. И не более того. Вот как происходит? Человек, например, употребляет, его ловят, его сажают, ему дают срок, его отправляют отбывать наказание. То есть, все. У нас было каждая суббота-воскресенье по 2 лекции. Пробуждали желание употреблять, то есть показывали видеоматериалы, как люди варят печеньки, берут эти печеньки, кушают и идут в лес с конопли. То, что им денно и ночно крутят какие-то лекции о том, что вот так нельзя делать, нельзя курить, нельзя варить, нельзя употреблять. Это бред. Это бред. Я не знаю ни одного человека, который бы со мной разговаривал и говорил: Юля, ты знаешь, вот я послушала лекцию, и вот это действительно так, это меня впечатлило. То есть, я думаю, я пересмотрю свой образ жизни. Это глупости. Это глупости. Людей исправляет другое. Людей исправляет внутренняя мотивация, людей исправляет, я не знаю, жажда жизни. Не знаю, просто нормальная жизнь, но не колония. Не колония исправляет людей. Мы устраняем только вершину айсберга. Да, сам айсберг мы не трогаем. Мы просто срезали, на поверхности все гладко, он был наказание, и все классно. Но почему человек хочет совершать те или иные действия? Почему он попадает в те или иные ситуации? Никто в этом не копается, то есть люди не смотрят глубже. Они смотрят на поверхность, то есть оно есть так, и мы должны их прижучить, и посадить, и наругать их, и дать им срок, и сломать им жизнь, и поэтому это что-то изменит. Но это ничего не меняет. Да. Запреты подчас дают неоднозначный эффект. Все более труднодоступными становятся традиционные наркотики, и значительно расширился круг психоактивных веществ, употребляемых наркоманами. Если следовать логике, то несложно понять, чтобы победить это зло под названием синтетический наркотик, нужно бить в основание. Иными словами, бороться с производителем. И есть идеи, как это сделать. Среди детей и подростков распространяется немедицинское употребление лекарств, вдыхание различных органических растворителей, токсикомания, болезнь, активно разрушающая мозг, очень быстро делающая человека полным инвалидом. Если у человека есть запрос или потребность изменить свое сознание, и это, например, невозможно сделать с помощью одних веществ, он это будет делать с помощью других. Но сама по себе потребность, если она возникла, то от того, что людей сажают, эта потребность никуда не девается. Ценность человеческой жизни, она более высока, чем ценность каких-то там веществ или каких-то эфемерных лозунгов в виде отсутствия наркотиков. Нужно понять, что где-то какие-то моменты нету никакого гарантированного способа уберечь на 100% человека от употребления. Значит, соответственно, он когда-нибудь сможет попробовать. Его нужно научить тому, что в этой ситуации делать. Если наша задача все-таки как-то снизить тяжесть последствий для людей и для общества, употребления, зависимости, то это, наверное, не тюрьма, это какие-то другие меры.
Ведь в самом деле не виноват же наркоман в том, что ему каждый день нужны наркотики. Но подумаешь, убьет или ограбит кого-нибудь, все равно с ним нужно гуманно. Следующим этапом в этой борьбе должна стать заместительная терапия, или, проще говоря, раздача наркоманам наркотиков за государственный счет. Но оплатить за чужое удовольствие будем мы. Заместительная терапия – это, грубо говоря, возможность людям, которые имеют зависимость, жить, существовать в социуме как обычный человек. Подбирается такая вот дозировка, которая не вызывает состояние вот этого эйфории, снимается вот эта физическая боль. Перевод человека в безопасное употребление. Мы не говорим про то, что мы добиваемся идеальной цели – жизнь без наркотиков. Мы просто говорим о том, что мы делаем жизнь человека максимально безопасной с тем, что есть. Снижение вреда состоит из 3 этапов. Первый – теоретический. Наркоманов знакомят с правилами гигиены, рассказывают об опасных инфекциях. Второй – обмен использованных игл и шприцев. И, наконец, третий – самый важный, так называемая заместительная терапия. Каждый день пациент вынужден приезжать на кабинет заместительной терапии и принимать препарат. Каждый день. Вот я сам являюсь пациентом, я 10 лет каждый день, без выходных, праздников, вынужден приезжать сюда. Хотя я имею работу, имею ребенка. То, что у нас нету до сих пор выдачи на руки, конечно, это огромный шаг назад, потому что это мешает как раз именно социализированным пациентам, тем, у кого есть семьи, дети, нормальная работа. Это мешает тем, кто хотел бы социализироваться, но не может. Вот скажите, как можно работать на заводе, если смена начинается в 6, а кабинет открывается в 8, например? Конечно, это невозможно. Получается, что средства западных благотворителей уходят в песок? Нет, они не пропадают зря. На эти деньги формируется общественное мнение и новая наркополитика в нашей стране. Мы столкнулись с таким вот сопротивлением со стороны МВД, даже поначалу, когда открывались кабинеты, и считалось, что это какая-то бесплатная выдача наркотика. Отношение было вот именно таким. Пропагандистов метадоновой терапии свозили на экскурсию за границу, и они до сих пор под впечатлением. На их глазах западные врачи выдавали наркоманам наркотики. У кого-то это может вызвать шок, у кого-то восторг. Это хроническое заболевание, как и масса других. Посмотрите, у нас ВИЧ-инфекция – хроническое контролируемое заболевание теперь. На бягучым тыдні грамадскае аб'яднанне «Пазітыўны рух» пачало публікаваць у сацыяльных сетках невясёлыя звесткі. У 2019 годзе Беларусь атрымала грант ад глобальнага фонду па барацьбе са снідам, сухотамі і малярыяй. Аднак гэтыя грошы пакуль не прайшлі рэгістрацыю ў нашай краіне, і наступствы сур'ёзныя. На самом деле, так сказать, раздавая шприцы на улицах городов, в оживленных местах, мы на самом деле пропагандируем потребление наркотиков, и никак иначе. Было доказано, что программы снижения вреда еще на тот момент где-то предотвращали 32 или где-то 32% новых случаев ВИЧ-инфекции. Это дешевле для государства, для налогоплательщиков, чем содержание человека, который совершает волею судьбы правонарушение, содержание его в тюрьме, оплата суда, работы сотрудников прокуратуры, следственного отдела и так далее и тому подобное. Это дешевле, чем лечение септических эндокардитов, которыми страдают люди, употребляющие наркотики внутривенно. Это дешевле, чем ампутация ног и лечение трофических язв и массы заболеваний, того же вирусного гепатита С. Когда работодатель узнает, что, предположим, я пациент заместительной терапии, соответственно, и отношения. То есть многие боятся брать таких людей на работу. Вот у меня есть ребенок, если учитель, допустим, узнает, что я пациент заместительной терапии, отношение тоже вполне возможно будет негативное. Почему это так? Потому что наркоман, не имея наркотиков, а находясь в зависимости физической, стремится любыми путями достать это зелье, невзирая ни на закон, ни на нравственность, ни на что. Его не останавливает ни семья, ни работа, ни близкие люди. Даже если у человека сформирована зависимость, то зависимость – это всего лишь одна из граней личности, которая ничего нам не говорит о том, какая личность с других сторон. Многие люди, употребляющие наркотики, раньше так или иначе были вынуждены где-то связывать свою жизнь с криминальными какими-то активностями. Сейчас они все это пересмотрели, пытаются изменить. Отсюда мы смотрим на них как на потенциальных преступников или людей, которые в любую минуту могут совершить преступление. Под особым контролем лица цыганской диаспоры, которые, не секрет, зачастую
промышляют наркоторговлей. То есть, если живет человек в какой-нибудь там глубинке, какой-нибудь деревне, в которой там депрессивный, из которой выезжают все, кто может, вот он уехать не может почему-то, ему некуда ехать, у него там маленькая зарплата, у него непонятно какая там работа в каком-то неустроенном колхозе, у него родители пьют, соседи пьют, все родственники пьют, у него изначально не формируется навык получения удовольствия от каких-то других вещей. Люди боятся идти на официальный учет, становиться, именно из-за того, что данные все от врачей передаются в МВД. Одно то, что человек стоит на наркоучете, женщина, может быть основанием для того, чтобы уже рассматривалась такая вот необходимость забрать у нее ребенка. Чтобы распрощаться со статусом зависимого, к примеру, по ремиссии необходимы 3 года доказанной трезвости. То есть пациент должен не просто оставаться чистым, но и поддерживать свое состояние во время регулярного посещения нарколога. Само вот это вот слово наркоучет, оно ассоциируется со словом наказание. Человек, ставший на учет, сразу появляется много проблем. Это ограничение с работой, это невозможность вождения автомобиля, предположим. И вот из-за этих всех вот моментов люди просто боятся светиться и боятся обращаться за помощью в Минздрав. Сам по себе факт признания себя зависимым от наркотиков – это уже сложный достаточный шаг. Гораздо легче себя признать, если сравнивать, например, алкоголь с запрещенными веществами. Легче морально признать себя зависимым от алкоголя, от разрешенного вещества, чем признать себя зависимым от неразрешенного вещества. Представьте, что в организме у человека рождается маленький крокодильчик, который с каждым приемом наркотического вещества крепнет, мужает и превращается в конце концов в громадного крокодила, и который постоянно требует наркотическое вещество. Я брал жену и ребенка в заложники при своих родителях и говорил, если мне не найдут сейчас мне деньги на наркотики, я просто их убью. Среди потребителей наркотиков проблемно употребляют 10% только. И из этих 10% только у части формируется, к примеру, синдром зависимости. Термин наркотики точно стоит разделять на вещества или хотя бы на группы веществ, для того, чтобы было понятно, что конопля и героин, это разные вещи. Вот они, наркотики. Наиболее распространенные из них опийные препараты из мака, гашиш или арнаша из конопли, плюс медицинские средства, отнесенные к наркотическим. Наркоманы вводят их внутривенно, пьют в отварах, глотают, нюхают, курят. В представлении детей есть наркотики и не наркотики, и нету разделения на то, что разрешено и все наркотики запрещены, то когда ему рассказывают о том, что героин вреден и там же и конопля вредна, то он, пробуя коноплю, он считает, что, наверное, героин также не вреден, как и конопля, и с высокой вероятностью может употребить более тяжелые наркотики просто потому, что перестал доверять той информации, которую он получает. Русская водка обладает целительным, очищающим воздействием на организм. Если сравнивать каннабис с алкоголем, то у алкоголя больше вероятность развития зависимости, у него меньше терапевтическое окно, то есть легче получить передозировку. Этиловый спирт, который по всем, с точки зрения медицины, должен был бы являться классическим наркотиком юридически не является. Нельзя легализовать одни наркотики, но запретить другие. Мы живем в свободном, демократическом государстве, но есть вещи, которые не может и не должна принимать даже самая развитая и просвещенная демократия, потому что они ведут к неминуемой деградации и вымиранию людей. Это то, чем мы не без основания можем гордиться, потому что у наших соседей такого еще нет. Наше общество называет это все злым словом наркотики, потребителей наркоманами. Это слово вызывает агрессию, возбуждает чувство вражды. Эти люди, потребители психоактивных веществ, они являются очень уязвимой группой. Про
Психоактыўныя рэчывы у школах, у універсітэтах, каледжах расказваюць звычайна толькі ў крымінальным ключы, кажуць, якое за гэта пакаранне, і паказваюць фільмы там, дзе людзі разлагаюцца, там канечнасцяў не хапае. Вось гэта вся адукацыя. І яна прыводзіць да таго, што людзі ці проста не вераць гэтаму, ідуць на вуліцу і спажываюць там все, што трапляецца, і сапраўды хутка паміраюць часта. Ці вераць і лічаць там марихуану и героин прикладно однольковым чимся. Голландия превратилась в наркопомойку. И не нам, и не цивилизованным государствам брать с ними пример и пытаться реализовывать те программы, которые существуют там. Ну, смотрели всякие западные клипы, и была такая вот тяга к этому. Ну, типа, вот они крутые, они курят, ну, то есть надо попробовать. Адукацыя павінна несці навуковую інфармацыю. Наркотыкі, яны могуць быць добрымі. Іх можна выкарыстоўваць, напрыклад, для змяншэння болю хворым людзям ці для лекавання нейкіх психічных хваробаў. Нелюбовь или желание как можно сильнее наказать других людей, вероятно, связано с тем, что в целом наша атмосфера в нашем обществе не дает свободного выхода, что ли, агрессии, да, и контроля наружу, и поэтому люди выплескивают ее там, где можно. И сейчас то место, куда можно спустить пар, это люди не похожие, например, да, это люди, которые потребляют наркотики, это люди, например, с психическими расстройствами. Принцип, по которому нужно привлекать там, и сажать людей, очень простой, да. Если ты нанес непосредственно угрозу жизни, здоровью человеку, если я там спалил дом, кого-то там убил или кого-то там причинил увечья, тогда ты, собственно, рассматриваешь это в рамках уголовного преследования. Если человек в рамках собственного жилья, собственной там квартиры, гаража, дачи, чего угодно, в лесу, потребляет некое вещество, мое тело, что хочу, то и делаю. Если я хочу пичкать его там бутербродами, мое дело. Салом, мое дело. Там каким-то веществом, мое дело. Опять-таки, я никому ничего не предлагаю, не навязываю, не принуждаю. Исходя из этого принципа, я считаю, что эти вещества должны быть легальными, но человек должен нести полную ответственность за те последствия, которые он совершает, те действия в любом состоянии. То есть состояние алкогольного опьянения, наркотического одурманивания, еще что-нибудь, твой выбор. Но ты точно так же, если там украл жвачку или украл там машину, ты отвечаешь, собственно, по полной программе. Наркотический спрут сдавил своими щупальцами самую богатую страну Запада – Соединенные Штаты Америки. В орбиту суперприбыльного бизнеса втянулся почти весь преступный мир. В Нью-Йорке более трети убийств совершаются наркоманами. Просвещенный Запад присылает правозащитников. На деньги международных организаций они формируют так называемую новую наркополитику. Она начинается с толерантного отношения общества к наркоманам, а должна закончиться, по идее, полной легализацией наркотиков. Стоит рынок контролировать, но для того, чтобы контролировать, надо его легализовать. Да, потому что, закрывая глаза, криминализация подразумевает запрет вообще на какой-либо, что ли, разговор вообще, да, и попытки даже регулирования этого рынка. Не можешь победить — возглавь, да, вот, и, соответственно, для того, чтобы каким-то образом иметь возможность контроля за тем, что за вещества, какого они качества, с чем они, кто их употребляет, нужно иметь на это рычаги влияния. В принципе, если даже рассматривать употребление веществ как какой-то значительный вред здоровью, то не наступает же уголовная ответственность за попытки суицида. Человек с ценнейшим нематериальным активом в виде знаний, социального капитала, неких инновационных подходов бренда, если у него не будет свободы выбора, не будет свободы распоряжаться собой, он просто возьмет и уедет в ту страну, которая это обеспечивает. Есть правоохранительные органы, есть там мафиозные структуры, есть преступные группировки, которые это контролируют. Запрет этих веществ, да, является бизнесом этих людей. Государство это было органом насилия, причем вот
распоряжаться чужим безответственно. Вот, и оно осталось. Поэтому неготовность общества – это фикция, которую используют распорядители чужого, преступные кланы и номенклатурно-силовые структуры для того, чтобы сохранить свою нелегальную монополию на распоряжение многими потоками, в том числе наркотиками. Белорусский опыт в этом вопросе иностранцы называют уникальным и часто даже не верят, что маленькая страна в центре Европы смогла придумать и отработать слаженный механизм, найти преступников, а потом еще и доказать их вину. Во многих странах считается нереальным. Руки за спину! Руки за спину, сказал! Господи, что случилось? Страшно подумать. По сравнению с прошлым годом рост уголовно наказуемых деяний среди несовершеннолетних произошел лишь по одной причине. В 5 раз больше дети совершали преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Ежегодно на борьбу с этим наркотрафиком европейское сообщество выделяет какую-то сумму денег. Страна все равно должна показывать, что она в этом направлении работает. Не будет работать, соответственно, не будет какого-то спонсирования. Статья 328 – это самая выгодная статья, потому что сесть можно за 0,1 грамма. Умысел на сбыт, который доказать невозможно, да? Они не доказывают. Вот у тебя большое количество, все, значит, ты хочешь это сбыть. Будешь ты сбывать или нет, у тебя большое количество, все, ты сядешь. Кто-то набивает карманы, а кто-то здоровье губит в колониях. Просто так. Министерство внутренних дел докладывает об успешной работе в этом направлении. Но меня беспокоит главный вопрос. Не работают ли соответствующие подразделения внутренних дел исключительно на статистику? Не скрывается ли за достигнутыми успехами борьба с мелкими сбытчиками наркотиков или тех, кто уже сели на эту иглу? Вы действуете, по сути дела, как инквизиция в средние века, которые карали женщин, потому что они не тонули в проруби, грубо говоря. Вот, собственно, точно такой же подход, средневековый, антинаучный, лженаучный, который, на самом деле, опять-таки, скрывает очень циничные коммерческие интересы преступного мира и номенклатурно-силовых групп. Конечно, намного легче получать быстрый результат за счет мелочевки, а ситуация, на самом деле, будет только ухудшаться. Это объективная реальность. Реальность сегодня такова, что ситуация с наркопреступностью в стране не стала значительно легче или спокойнее. Это тупиковый путь, который не приведет нашу страну ни к чему хорошему. Еще больше людей будут озлоблены, еще больше людей попадут за решетку, еще больше родственников пострадают. Хочу, чтобы пересмотрели уголовные дела и вернули детей назад в социум. Потому что мы не дождемся внуков, мы не увидим счастья, мы живем, нам не 10 лет жить этим горем. В Белорусском уголовном кодексе записано, что наказание должно быть справедливым и служить своим целям. Если люди в нашей стране хотят жить по-человечески, то в первую очередь нужно стать человечнее и гуманнее. И именно в тот день, когда мы начнем уважать личную свободу другого человека, его выбор, вне зависимости от того, какой цвет кожи у него, какой длины волосы и что этот человек ест и пьет. Я думаю, в тот день в нашей стране все поменяется, и жестокости, и насилия станет меньше.